слушайте внимательно, потому что это послание предназначалось не всем. Оно для того, чья вера висит на волоске, но он не хочет отпускать. Оно для того, кто сказал: «Боже, я не знаю, что еще делать». Оно для тебя, потому что что-то непредвиденное вот-вот развернется. Есть скрытый ключ, а божественная тайна, которые небеса приберегли именно для этого момента. И если вы останетесь со мной до конца этого послания, этот ключ откроет то, что было закрыто. Вы поймете, почему каждая задержка, каждое разочарование, каждая слеза были не отрицанием, а божественным замыслом. Но прежде чем мы доберемся туда, вам нужно ощутить всю тяжесть вашего положения. Потому что слишком многие сдаются за мгновение до того, как благословение прибывает. Они уходят прямо перед дверью открывается. Они останавливаются молиться прямо перед чудом манифестируют. И я не хочу этого для тебя. Есть причина, по которой ты это сейчас слышишь. Ты мог бы пролистать дальше, но не сделал этого. Ты мог бы проигнорировать этот голос, но что-то внутри тебе сердце прошептал: «Оставайся». Слушай. Этот шепот – не совпадение. Это Дух Божий притягивает тебя ближе, говоря: «Дитя мое, не сдавайся сейчас, только урожай ближе, чем вы думаете». Я знаю, что ты чувствуешь. Страх, тревогу, разочарование от того, что так тяжело работаешь и так мало видишь. Ты сеял в слезах, спрашивая себя, пожнешь ли когда-нибудь с радостью. Ты был верен в малом, но не увидел того прироста, о котором мечтал. И все же в глубине души все еще теплится проблеск, священная искра, которая говорит: есть еще кое-что. Ты не можешь это объяснить, но чувствуешь. И это чувство, вера, является доказательством того, что ваш завет все еще активен, обещать из избыток все еще живет в тебе. Итак, прежде чем это сообщение закончится, вы поймете секрет ваш шагоповоротный момент. Одинаковый Бог, кто превратил тюрьму Иосифа во дворец, кто превратил скорбь Руфи в наследование, который открыл дверь, чтобы Авраам вошел в его судьбу, вот-вот откроет вам нечто личное. Но вы должны остаться. Не упустите момент. Потому что прежде, чем все это закончится, произойдет откровение, слово такое точное, так и преобразующее, вы почувствуете, как оно пронзает ваш дух. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Вы стоите на пороге новой главы. Одно решение отделяет вас от божественного изобилия. Но прежде чем я открою вам это решение, прежде чем я расскажу вам ключ, который открывает поток богатства, мир и услуга, ты должен понять одну истину: все, через что ты прошел, имело смысл. Каждая буря была священна. Каждая потеря вела тебя к этому откровению. Итак, слушай внимательно, дитя мое. Не двигайся. Не отключайся. Потому что через несколько мгновений ты услышишь нечто, что изменит атмосферу твоего дома. Жизнь, твои финансы, твой вера и ваш будущее. Вы здесь не случайно. Вы здесь благодаря божественное назначение. Оставайтесь до конца, потому что вас ждет не просто информация, это трансформация. Вы молились. Вы шептали Богу в полночь свой сердечный крик. Вы говорили: «Господи, я делаю все, что могу, почему ничего не получается?» И все же тишина продолжается. Вы видите, как другие получают благословение, как они входят в свои чудеса, как они входят в свое изобилие, пока вы ждете, все еще держась за край надежды. Вы спрашиваете: когда же наступит мой прорыв? Когда небеса откроются для меня? Ты несешь бремя, которое мало кто понимает. Ты улыбаешься снаружи, но внутри ты сломлен. Ты говоришь людям, что все в порядке, но твое сердце шепчет обратное. Ты не неверующий, ты усталый.
Ты веришь в Бога, но не можешь не думать, что Он, возможно, забыл тебя. Но что, если я скажу вам, что вы не забыты? Что молчание – это не наказание, а подготовка. Что то, что кажется задержкой, на самом деле божественный выбор времени. Рука Божья действовала за кулисами вашей боли, создавая благословение столь великое, что для его принятия требуется терпение. Оставайтесь со мной до конца этого послания. Не позволяйте отвлекаться увлекать вас. Потому что прежде, чем все это закончится, вы поймете, почему каждая пролитая вами слеза, каждая потеря, с которой вы столкнулись, и каждая задержка, которую вы пережили, были необходимы. То, что вы сейчас услышите, может оказаться тем самым словом, которое изменит всю вашу жизнь. Многие сдаются прямо перед тем, как приходит благословение. Они перестают молиться на один день раньше времени. Они уходят прямо перед тем, как свершится чудо. Я не хочу, чтобы это случилось с вами. Сейчас что-то волнует, чувствуете? Это не просто эмоции. Это Святой Дух снова пробуждает вашу веру. Это Бог шепчет: «Не сдавайся, дитя мое. Ты ближе, чем думаешь». Возможно, вы этого не видите, но почва вашей борьбы уже приносит плоды, вера не пропал даром. Каждый акт послушания, каждое семя молитвы, каждый момент доверия – все это записано в небесной книге памяти «Корожаю же в пути». И вот что вам нужно услышать. Тот же Бог, который умножил масло вдовы, превратил воду в вино, вызвал Лазаря из гробницы, Он не изменился. Иго обещать над твоей жизнью все еще стоит. Иго завет из благословения все еще действует. То, что Он начал в тебе, Он завершит. Так что слушайте, никуда не уходите. Потому что в ближайшие несколько минут я открою вам нечто, что свяжет все части вашей истории воедино, божественная истина которой откроет, о чем дверь вы ждали. Вы просили у Бога знака, и вот Он. Оставайтесь до конца. То, что последует дальше, это не просто послание, это откровение, а трансформация, а чудо в движении. А теперь я хочу сказать вам то, что потрясет стены ваших сомнений и вновь зажжет вашу веру. Прорыв, которого вы так долго ждали, может быть ближе, чем вы думаете. Не через недели, не через месяцы, а в ближайшие 24 часа. Да, в течение одного дня дверь то, что было закрыто, может открыться, ключ которой разблокирует ваш чудо, может повернуть. И все это может начаться просто с 60 секунд. 1 минута чистой веры, 1 момент полной отдачи, одно священное мгновение между вами, ибо который меняет весь ход вашей жизни судьбы. Уделите себе 60 секунд прямо сейчас. Всего 1 минуту. Остановитесь, что бы вы ни делали. Дышите. Закройте глаза. Позвольте вашему сердцу успокойся. И в этой тишине помолись, чтобы только ты и ты Бог знай. Говори не из страха, а из веры. Говори не от своих ран, а от своего обещать. В эти 60 секунд вы не просто шепчете слова, вы объявляете войну бедности, нужде и отчаянию. Вы объявляете небесам, что готовы к трансформации, готовы к вашему избыток, готовы к вашему чуду. Потому что вот правда, богему не нужны годы, чтобы изменить вашу ситуацию. Ему нужна лишь ваша вера, активная, живая, непоколебимая на 1 минуту. 60 секунд полной веры могут перечеркнуть 60 лет борьбы. 1 момент самоотречения может переписать поколение ограничений. Урожай-то, чего вы ждали, начинается с этого единственного семени молитва, произнесенной из сердца. Я хочу, чтобы вы это глубоко поняли. Ваше чудо не ждет идеального дня или идеальных обстоятельств. Ждет своего до ваше послушание. Ваша готовность верить, что невозможное все еще возможно. Бог тот, кто изрек свет во тьму,
не медлит без причины. Когда ты открываешь уста свои, вера небеса движутся. Когда вы говорите с убеждением, дух промедления начинает рушиться. Вот почему я говорю вам, не откладывайте то, что может начаться прямо сейчас. Не ждите завтрашнего дня. У вас есть 60 секунд, которые могут изменить вечность. А теперь слушайте меня внимательно. Прежде чем вы продолжите смотреть, я хочу, чтобы вы кое-что сделали. Если это сообщение дошло до вас, сердце, если что-то внутри вас зашевелилось, найдите минутку и поставьте лайк этому видео. Не из-за меня, а просто ради Вера. Вы не просто нажимаете кнопку. Вы говорите: «Боже, я согласен с этим словом. Я принимаю это, обещать. Я вхожу в завет с Твоим изобилием». Каждый акт веры, каким бы малым он ни был, посылает сигнал в духовный мир. Поэтому прямо сейчас поставьте лайк этому сообщению как знак вашего соглашения. Это не просто клик, это ваше заявление. Я верю, что мой чудо начинается сейчас. Позвольте мне рассказать вам, что происходит, когда верующий действует, атмосфера меняется. Невидимый мир начинает реагировать. Подобно тому, как Илия молился, и небеса послали дождь после многих лет засухи, так и ваша молитва сегодня может открыть шлюзы благословения. Ты понимаешь, насколько вы близки? Вы – одно целое, молитва вдали от урожая. Один акт веры отделяет вас от того, чтобы увидеть то, о чем вы только мечтали. Знаю, иногда это кажется невозможным. Вы спрашивали, как моя ситуация может измениться всего за один день? Но помните, Бог, Он специализируется на невозможном. Он превратил тюрьму Иосифа во дворец за один день. Он превратил сироту Эсфирь в царицу за одну ночь. Он воскресил Лазаря из гробницы после 4 дней молчания. Так почему бы не сделать это и вам? Почему не сейчас? Почему бы не в эти 24 часа, которые небеса отвели вам? Здесь скрыт священный принцип, секрет внезапной трансформации. Когда вы выравниваете свое сердце с Божией обещать, когда ты осмеливаешься верить, что Он может это сделать сейчас, вы активируете духовный закон, который освобождает богатство, выздоровление и восстановление мгновенно. Это не суеверие, это вера. Потому что вера – это валюта небес. Чем сильнее ваша вера, тем быстрее вы чудо проявляется. Прямо сейчас ангелы направляются к вашей ситуации. Когда вы слушаете, когда вы открываете свое сердце, что-то меняется, дверь которой был закрыт, начинает двигаться, цепи то, что держало вас в нужде, начинает разрушаться. Вот почему я сказал вам остаться до конца, ведь еще до того, как это послание закончится, вы почувствуете это, присутствие избок почиет на тебе, как огонь. Ты почувствуешь, Его обещать приближается. Но должен предупредить вас, враг хочет, чтобы вы отвлеклись. Он хочет, чтобы вы усомнились, пролистали страницу, убедили себя, что это всего лишь очередное сообщение. Не дайте ему украсть этот момент. Вы слишком долго этого ждали. Вы пролили слишком много слез, чтобы сдаться сейчас, власти в вашем терпении. Есть богатство в вашем ожидании. И есть эрроры в вашем послушании. Теперь, когда вы готовитесь сказать, что 60-секундная молитва, я хочу, чтобы вы представили себе жизнь однажды в будущем. Представьте, что вы просыпаетесь от телефонного звонка, который меняет все. Представьте дверь открытия, которое было запечатано годами. Представьте, что вы получили новость, которая заставляет вас плакать от благодарности. Вот насколько вы близки. Бог может сделать за один день больше, чем за десятилетия. Как ключ является вера, активная, сосредоточенная, пылкая вера. Повторяйте это со мной, где бы вы ни находились, и я верю, что мое чудо уже началось.
Я верю, что в течение 24 часов дверь моему благословению откроется. Я верю, что Бог выравнивает мои судьбы, освобождая мои богатства и восстановление моего наследия. Говори, пока не почувствуешь. Говори, пока не почувствуешь, дух загорается. И когда возникнут сомнения, а они обязательно возникнут, помните следующее: вера – это не отсутствие сомнений, а решение верить, несмотря на них. Вам не нужно понимать, как это произойдет. Вам нужно лишь верить, что это произойдет. Потому что Бог тот, кто сказал вам это слово через это послание, привел вас сюда не случайно. Он привел вас, потому что Он собирается доказать свое обещать истиной. Итак, выделите эти 60 секунд. Закройте глаза. Поднимите голову, сердце. Говорите на своей молитве, спрашивая со страхом, заявляя со страхом к вере. Говорите так, как будто чудо уже ваше. Потому что на небесах оно уже есть. И в течение 24 часов вы начнете видеть знаки, небольшие, но несомненные, того, что трансформация началась. Дослушайте это сообщение до конца, потому что прежде чем оно закончится, я покажу вам, как поддерживать то, что обозначивается сегодня. Это не совпадение. Это ваша божественная встреча, ваш пророческий момент. Поставьте лайк этому видео, заявите о своей соглашении и подготовьтесь, потому что ваш чудо уже движется к вам. Следующие 24 часа будут необычными. Они будут священны и сверхъестественное и наполнены избыток, что обещали небеса. Да. 60 секунд молитвы. Молитва, которая может открыть и двери, ты никогда не думал, что это сдвинется с места. Молитва, которая может коснуться тебя, финансы, твой семья, твой здоровье, твой будущее, твой судьба. Молитва, которая может переписать историю вашей жизни, жизнь в один божественный миг. Вид молитвы, который не отзывается эхом в пустоте, а возвышается перед престол Божий, требует внимания небес. Такая молитва отделяет тех, кто просто надеется, от тех, кто получать. Понимаешь ли ты, что происходит, когда ты молишься? Молишься по-настоящему, не устами, а душой, сердце, твой вера, твой дух? Вы понимаете, что в эти 60 секунд вы не просто произносите слова, вы высвобождаете властную атмосферу. Ты призываешь ангелов. Ты заявляешь, Бог, что вы верите Его обещать больше, чем твоя боль, что ты доверяешь Его план больше, чем твои проблемы. Молитва – это не ритуал, это оружие. Это божественный ключ, который открывает все запертые двери. Дверь вы пробовали силу, логику, терпение, даже компромисс, но ничто не сравнится с тем, что молитва можем сделать. Молитва меняет реальность, молитва меняет обстоятельства, молитва превращает штормы в сезонный урожай, молитва превращает невозможное в неизбежное. Скажи мне, дитя мое, когда ты в последний раз молилась не из страха, а из веры? Когда в последний раз вы кричали Бог, не прося о выживании, но заявляя, что вы готовы идти в своем наследовании? Когда в последний раз ваше сердце сгорал от такой веры, что само небо склонилось, чтобы послушать? Вы сражались, полагаясь на свои силы. Вы пытались нести бремя семьи, финансов, будущего на своих плечах. Но сколько еще вы сможете это делать? Сколько ночей вы будете лежать без сна, прибирая в памяти свои неудачи, вместо того, чтобы выпустить их на свободу, один, кто держит ключик к вашему чуду? Сколько еще дней вы будете смотреть на свой банковский счет, счета, долги и говорить: это невозможно, когда Бог изобилия сказал: все возможно верующим? Вы сказали себе: если я буду работать усерднее, все станет лучше. Но скажите мне, насколько усерднее вы можете работать? Вы уже отдали все. Вы уже выложились на полную. И все равно кажется, что ваши усилия растворяются в ветре. Потому что вам нужны не просто усилия,
а божественное вмешательство. Вам нужен не еще один план, а молитва. Не еще одна идея, но вера. Не очередной кредит, а чудо. Позвольте мне спросить вас, что, если все, чего вы ждали, ждет вашей молитвы? Что, если в тот момент, когда вы наконец решите сдаться, в тот момент, когда вы скажете «Боже, я не могу сделать это без Тебя», та дверь, которая была закрыта в течение многих лет, внезапно распахнулась? Молитва – это не слабость, это власть. Это ты вступаешь в заветлость, что Бог уже дал тебе. Когда ты молишься, ты стоишь там, где встречаются небо и земля. Ты говоришь на языке ангелов. Ты призываешь ресурсы вечности в свою нынешнюю ситуацию. Молитва – это ключ, который поворачивает замок судьбы. Но слишком часто люди молятся без веры. Они произносят слова без смысла. Они просят, но не ожидают. И поэтому ничего не меняется. Молитва без верошум. Но молитва, наполненная верой, вот где чудо жизни. Итак, молитесь, чтобы ваши финансы будет размножаться. Молитесь, чтобы дверь возможностей. Молитесь, чтобы семена-то, что ты посеял в слезах, вернется к тебе в обильный урожай. Молитесь, чтобы цепи вокруг вашего богатства, твой карьера, твой звонок начинайте ломаться. Молитесь, чтобы ваши дети воскресли, ваша семья восстановилась, ваше имя было в почете в комнатах, куда вы никогда не заходили. Молитесь, чтобы ваша судьба идеально соответствует плану небес. И пока вы молитесь, помните, это не публичное действо. Это не для всего мира. Это секрет между вами и богосвященный разговор между Создателем и Его избранным сосудом, тобой. Он слышит тебя в тишине. Он наблюдает за тобой в тайне. И когда мир меньше всего этого ожидает, он вознаградит тебя открыто. Задумайтесь об этом на мгновение. Очень Бог, кто держит ключи каждому дверь, то Бог, кто сотворил галактики силы слова, Бог, кто знает каждую деталь твоей борьбы, Он ждет твоего голоса. Ни чьего-то другого. Ни проповедника. Твоего. Потому что твой молитва несет в себе звук, который могут распознать только небеса. Знаешь, почему так много людей живут, не получая благословения? Потому что они не знают своей власти. Они говорят как нищие, хотя рождены, чтобы править. Но когда ты молишься как Дети Завет, все меняется. Ты перестаешь просить объедки и начинаешь требовать свое наследование. Вы перестаете молить о выживании и начинаете командовать к избыток. Именно такая трансформация происходит, когда вы действительно понимаете силу молитвы. Итак, я снова спрашиваю вас, о чем вы молитесь? Вы просите малое от безграничного, Бог. Ты шепчешь просьбы, когда небеса ждут, когда ты объявишь «судьба». Почему ты боишься говорить «богатство в существовании», когда Бог сам сказал, что радуется благополучию своих детей? Зачем довольствоваться просто достаточным, когда Отцу принадлежит вся Вселенная? Может быть, вы говорили себе «я этого не заслуживаю», но кто тебе это сказал? Кто убедил тебя, что твое прошлое дисквалифицирует тебя благословение? Разве ты не знаешь, что Бог специализируется на использовании сломленных людей в прекрасных целях? Что именно место вашей самой большой боли часто является местом рождения вашего чуда? Молитесь, чтобы ваше прошлое становится вашим свидетельством. Молитесь, чтобы ваши неудачи стать топливом для вашего веры. Молитесь, чтобы ваши слезы стать водой, которая питает ваш урожай. Молитесь, чтобы Бог, начавший в вас доброе дело, доводит его до совершения, утрясается, нагнетается и пребывает. Каждый раз, когда ты молишься, что-то происходит, даже когда ты этого не видишь. В невидимом мире движутся ангелы. Препятствия рушатся. Пути расчищаются. Молитва – это голос,
который повелевает небесам запомнить твое имя. Это не просто просьба, это царский указ. И услышь меня, враг боится вашего молитва больше, чем твоя боль. Он знает, что в тот момент, когда ты открываешь рот вера, он теряет контроль. Вот почему он отвлекает вас, обескураживает, вселяет сомнения. Потому что если он сможет заставить вас замолчать, молитва, он может задержать ваше чудо. Но как только вы молитесь с убеждением, ход битвы начинает меняться. Вот почему Иисус молился перед каждым важным событием. Перед крестом, перед чудесами, перед множеством людей Он молился. Потому что молитва – это место встречи божественной воли и человеческого послушания. Когда вы молитесь, вы согласуете свой дух с дух и с Бог. Вы перестаете бороться со своей бурей и начинаете приказывать ей повиноваться. А теперь я хочу, чтобы вы глубоко задумались. Что вы несли в себе, что еще не отдали, Бог? Какие битвы вы пытались вести молча, вместо того, чтобы сдаться вера? Какие возможности вы упустили? Из-за страха, подсказывающего вам «не сейчас»? Какие двери остались закрытыми, потому что вы перестали стучать слишком рано? Понимаете, молитва не о том, чтобы убедить Бога действовать, это значит настроить себя на получение. Это значит вступить в гармонию с Его, обещать в тот момент, когда вы молитесь в вера, небеса это записывают. И хотя вы можете не увидеть немедленных результатов, начинается духовная цепная реакция семя вашего чудо-пассажена. И когда вы молитесь с постоянством, ваш урожай становится неудержимым. Каждое слово вера закладывает фундамент вашего будущего. Каждое заявление разрушает барьер. Каждое сказанное шепотом словами меняет вашу форму судьбы. Вот почему вы больше не можете позволить себе молчать. Молитесь так, словно от этого зависит ваша жизнь, потому что, по правде говоря, так оно и есть. Молитесь так, словно ваша жизнь зависит от этого. Чудо уже в движении, потому что это так. Молитесь так, словно вы обращаетесь напрямую к один, кто держит ключик к вашему следующему дверь, потому что ты такой. И когда вы это сделаете, помните следующее: ваша молитва – это священно. Это не для всех ушей. Это священный обмен между вами и вашим Создателем. В этот момент небеса замирают, чтобы услышать. Ангелы замирают по стойке смирно. Самый престол Бога наклоняется ближе, чтобы услышать твой голос. Итак, мои возлюбленные, что вы будете делать со своими 60 секундами? Пропустите ли вы их, как любой другой момент, или используйте их, чтобы изменить свою жизнь? Судьба, будете ли вы нести бремя в одиночку или передадите его в руки один, кто уже подготовил твою победу? Потому что в эти 60 секунд небеса слушают. Бог ждет. Ключ в твоей руке. И твой дверь, готов к открытию. Достаточно одного действия. Вера, одно слово молитва, одна сдача сердца. Так что молись. Молись, чтобы твой урожай приходит быстро. Молитесь, чтобы ваше богатство умножается. Молитесь, чтобы ваше благословение настигнет тебя. Молись, чтобы твой сердце остается скромным и вашим дух остается сильным. Молитесь, чтобы секрет между вами и Бог станет вашим величайшим свидетельством. Молитесь, потому что ваше чудо зависит от этого. И как только вы начнете, трансформация же начинается. Теперь, прежде чем вы начнете думать, что это звучит слишком легко, слишком просто, слишком хорошо, чтобы быть правдой, позвольте мне обратиться напрямую к тому голосу внутри вас, который шепчет: «Неужели это действительно так сильно? Может ли вся моя жизнь измениться от одного акта веры, от одной молитвы?» Я понимаю эти сомнения. Я знаю, как разум борется с невидимым. Но послушай меня ясно, я не предлагаю тебе легкого пути, быстрого эмоционального подъема или пустых религиозных лозунгов.
Я делюсь с тобой правда, а ключ, а секрет которой охранялась и передавалась из поколения в поколение через верующих, которые осмеливались верить в эбог невозможного, и увидел их чудеса проявляться прямо у них на глазах. Это не теория. Это не мечта. Это истина завета, древний, божественный и проверенный веками вера. Одинаковый Бог, кто рассек Красное море, кто заставил манну падать с неба, кто сделал пастуха царем, он не изменился, точка обещать который когда-то поднял Авраама из безвестности и в богатство стоит, и по сей день, ключ который открыл тюрьму Иосифа, все еще подходит к каждому замку отчаяния, к дверь-то, что открылась для слез Ханны, может открыться и для твоих. В Священном Писании в Евангелии от Матфея 21 час 22 минуты говорится: «Все, чего не попросите в молитве с верою, получите к ней некоторые вещи». Не тогда, когда шансы кажутся хорошими, только что бы то ни было, означает все. Твои финансы, твой семья, твое здоровье, твоя судьба – все это. Единственное условие – вера. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Но я же молился раньше, и ничего не происходило. Вы ждали, верили, и, возможно, все, что вы получили – это тишина. И в этой тишине враг прошептал: «Видишь, это не работает». Но позвольте мне спросить вас, задумывались ли вы задерживать было частью дизайн? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Багне говорит «нет», он говорит «и еще нет». Потому что чудо он готовит не просто что-то маленькое, а целое дело. Трансформации настолько велико, что для этого требуется божественное время. Каждой семя нужно время в земле, прежде чем он станет урожай. Каждый обещает проходить через процесс. Вам не отказывают, вас готовят. Как золото должно пройти через огонь, прежде чем засияет, так и ваша вера должна быть очищена перед вашим благословением пребывает. Истина, которой я делюсь с вами, древняя, это та же истина, которая поддерживала пророков, царей и обычных мужчин и женщин, у которых не было ничего, кроме веры и молитвы. Когда Илия стоял перед жертвенником, окруженный насмехающимися над ним, он помолился один раз, и огонь сошел с небес. Когда Даниила бросили в львиный ров, он не умолял и не паниковал, он молился, и пасть львам затворилась. Когда Павел и Сила были закованы в темницу, они молились, и двери распахнулись. Молитва – это не фантазия. Это язык силы. Это голос, который Багне могу игнорировать. Теперь слушайте внимательно, потому что именно здесь многие спотыкаются, молятся, но не верят. Просят, но все еще представляют себе худшее. Они говорят «вера», но живите в страхе. А страх – вор чудес. В тот момент, когда вы сомневаетесь, вы отключаетесь от божественного потока, который течет через вас. Дух. Но когда вы молитесь с полной убежденностью, когда вы говорите «Боже, я доверяю Тебе», даже когда пока не вижу доказательств, небеса приходят в движение. Позвольте мне рассказать вам кое-что, что мало кто понимает, и вот где привилегированное знание входит. Большинство людей молятся горизонтально, то есть они молятся, чтобы их вызволили из сложившейся ситуации, но избранные, те, кто знает секрет, они молятся вертикально, трансформироваться под воздействием своей ситуации – это то, что ключ разница. Один ищет спасения, другой ищет высота. И Багне реагирует на страх, он реагирует на веру. Хотите узнать, почему молитва помогает одним и не помогает другим? Потому что многие подходят к молитве как нищие, а не наследники. Они просят объедки, уже сидя за столом наследства. Но те, кто понимает завет, те, кто осознают, что они дети Всевышнего, они не молятся о крохах, они молятся о царствах. И небеса чтят эту уверенность. Но здесь возникает моральная дилемма, и я спрашиваю об этом с любовью. Действительно ли вы готовы получить то, о чем просили? Потому что чудо не просто благословляет, но и требует.
Когда Бог наливает богатство, Он также тестирует сердце, которое принимает его. Когда Он открывает дверь, Он также наблюдает за тем, что вы делаете, когда вы проходите через него. Когда Он отвечает на ваши молитвы, Он ожидает вашей говерарости, а не вашей гордыни. Понимаете, избыток не случайность, это ответственность. Держать благословение сначала нужно стать сосудом, который не протекает. Вот почему Богиноб ждет, пока ваше сердце соответствует Его цель. Потому что Он не просто хочет дать вам что-то, Он хочет сделать вас свидетельством. А теперь подумайте вот о чем. Если то же самое Баэкта сотворил Вселенную Словом, тот обещает, что все, что вы попросите у Него молитва, вы получите. Тогда почему мы не решаемся поверить Ему? Почему мы доверяем банкам больше, чем Создателю золота? Почему мы верим в зарплаты больше, чем в сверхъестественное обеспечение? Почему мы говорим, что у нас есть эра, но жить так, как будто небеса обанкротились? Пришло время бросить вызов собственному неверию. Пришло время противостоять утешению, которые дают сомнения. Ведь если вы действительно верите в обещать, то нет ничего слишком сложного для Бога. Он все еще умножает нефть, Он все еще воскрешает мертвых, Он все еще приносит богатство из пустыни. Но Он открывает эту силу только тем, кто осмеливается верить, не видя. Позвольте мне показать вам родословную тех, кто это сделал. Авраам поверил, и от него произошел народ. Исаак поверил, и Бог дал ему 100-кратное преуспевание во время голода. Иаков поверил, и он превратился из обманщика в патриарха. Иосиф поверил, и цепи на его запястьях стали ключики, и Господь Давид поверил, и камень стал оружием царской власти. Каждая история в Писании – свидетельство того, что веродвижется небеса, и молитва открывает дверь. И сейчас то же самое Бог тот, кто почтил их, ждет, чтобы почтить и вас. Он не изменился, и Его завет все еще стоит. Проблема не в Божьем обещании, это наше восприятие. Мы думаем, что ждем Его, но Он часто ждет нас, ждет, когда мы поверим, начнем действовать, начнем молиться без колебаний. Это момент вашего решения. Вы можете продолжать анализировать, сомневаться, взвешивать, или можете поступить так, как поступали поколения верующих до вас. Довериться. Вера – это не логика, это капитуляция. Вера не значит сначала увидеть, а значит сначала сделать шаг. Вера не ждет доказательств, он движется, потому что у вас уже есть обещать. И если вы все еще думаете, что это слишком просто, позвольте мне напомнить вам вот что. Иисус сказал: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Это ни чудо не сложно, потому что Бог недалека. Трудно отпустить контроль. Трудно поверить, когда ты еще не видишь урожай. Трудно поверить, что ключ уже у вас в руках. Но что, если правда действительно проста? Что, если все это время вы карабкались по лестницам, ведущим в никуда, когда дверь всегда был разблокирован, ждал только вашего вера, чтобы открыть его? Что, если секрет достижения изобилия – это не усилие, а гармония? Не стремление, а смирение. И поэтому я снова спрашиваю вас, есть ли у вас вера, что Бог, могу ли я сделать это для вас? Не теоретически. Не абстрактно. У вас есть вера, что в течение 24 часов ваш молитва может вызвать цепную реакцию благословения, которая меняет вашу жизнь? У вас есть вера, что Бог может ли та самая пустота, которая когда-то разбила тебя, превратиться в сосуд, который теперь переполнен? Потому что эта тайна божественного богатства, это не начинается с того, чтобы иметь больше. Это начинается с того, чтобы верить в большее наследование праведника. Это не только деньги, но и услуга, мир и присутствие из Бога во всех сферах жизни. Итак, прежде чем мы продолжим, позвольте мне оставить вам это задание. На один день, всего на 24 часа, заставьте свои сомнения замолчать. Говорите только вера. Молись только о вере.
Ожидай только чудеса и посмотрите, что произойдет. Ведь предыдущие поколения проверили эту истину и нашли ее безупречной. Теперь ваша очередь. Одинаковый Бог, который ходил с Авраамом, который благословил Соломона невообразимыми богатствами, который поднял вдову через сосуд с маслом, который превратил пустые сети Петра в переполненный урожай, то же самое Бог не изменился. Его обещат стоит вечно. Его власти сей еще течет, дверь открыт, ключ твоя. И остался только один вопрос: достаточно ли ты поверишь, чтобы повернуть ее? Я хочу поделиться с вами частью своей истории. Я помню время, когда у меня не было ничего, ни денег, ни возможностей, ни направления, ни видимой надежды. Все, к чему я прикасался, казалось, рассыпалось в моих руках. К двери я думал, что открывающиеся двери захлопнулись. К друзья я верила, что помощь исчезнет, когда нагрянет буря. Я дошла до точки, когда я была слишком устала, чтобы плакать, и слишком оцепенела, чтобы мечтать. Я чувствовала себя забытой, людьми, удачей и даже Бог. Бывали ночи, когда я смотрела в потолок, шепча в темноту: «Почему, Боже? Почему мне кажется, что Ты отвернулся от меня?» Я все делала правильно, усердно работала, сохраняла честность, оставалась скромной, и все же моя жизнь была совсем не похожа на обещать. Я верил в мой вера, казалось тонким, словно свеча, мерцающая в бурю. Вы когда-нибудь были там? Это место, где все подвергается сомнению, даже молитвы вы когда-то молились с огнем. Именно в этот темный период я понял, что на самом деле означает полагаться на Бог. Не когда все идет хорошо, а когда все, кажется, разваливается. Не когда путь ясен, а когда туман густой и тишина небес кажется тяжелой. У меня не было выбора, кроме как держаться за одну истину: Бог не оставил меня. Даже когда я не видел Его руки, я должен был доверять Его сердце. Помню, как однажды ночью я сидел на полу своей крошечной квартиры. Счета были просрочены, телефон был полон неотвеченных сообщений, а надеяться почти исчез. Я открыл Библию и прочитал стих, который читал уже сотни раз, но в тот вечер он показался мне живым. «Я никогда тебя не оставлю и не покину». Эти слова стали моим якорь, мой единственный свет во тьме. Я закрыла глаза и прошептала: «Если ты все еще здесь, Боже, покажи мне это». Ни деньгами, ни успехом. Просто покажи мне, что ты все еще со мной. И тут что-то произошло. Я не могу объяснить это. Логикой это был не гром и не пение ангелов. Меня охватил покой, тихий, но неоспоримый. Как будто Бог шептал: «Наконец-то ты перестал бороться. Теперь дай мне поработать». В ту ночь все изменилось. Не потому, что деньги появились сразу или проблемы исчезли в одночасье, а потому, что мой сердце сдвинулся. Мой вера снова ожил. Мой дух больше не был сосредоточен на нехватке, а на обещать. В последующие дни начало происходить нечто удивительное. Неожиданные телефонные звонки. Незапланированные возможности. Люди, с которыми я не общался годами, внезапно обратились ко мне. Открылась одна дверь, затем другая, затем еще одна. За неделю я перешел от состояния полного безделия к периоду избыток. Но реальные чудо были не деньги, это была трансформация внутри меня. Я наконец понял, что значит доверять Бог полностью. Я понял, что вера растет не в комфорте, а в кризисе. То, что я называл своей задержкой, на самом деле была подготовка. Это мой ожидающий был Его способом построить фундамент, который мог бы выдержать благословение. Я просил богатства, но Бог впервые дал мне мудрость. Я просил об открытии двери, но Он учил меня, как распознавать правильные. Может быть, вы сейчас находитесь в том же положении,
смотрите на свои обстоятельства, задаваясь вопросом: «Богдаже слышит тебя». Может быть, ты молишься за прорыв, и все, что вы чувствуете, это тишина. Возможно, вы сделали все, что могли, но все равно ничего не движется. Я знаю это чувство. Но послушай меня, ты не застрял, ты меняешься, как огонь, который ощущается так, будто обжигает вас, на самом деле очищает вас. Боль — такое ощущение, что наказание на самом деле позиционирует вас. Ночь, когда я полностью сдался, когда перестал пытаться контролировать исход, стала той ночью, когда небеса начали двигаться. Через несколько недель я получил предложение о работе, которое превзошло все, что я мог себе представить. Долги, которые преследовали меня годами, начали исчезать. Двери. Я думал, что запечатанные места начали открываться одно за другим. Но я никогда не забуду, что Бог сказал мне в духе: благословение не в деньгах. Оно в послушании. Этот момент изменил мое восприятие всего. Я больше не гонюсь за чудеса, я привлекаю их через вера и молитва. Потому что Божья система – это не стремление, а вера. Как только вы выстроите свою систему сердца с его обещать, твой урожай становится неизбежным. Если вы слушаете это сообщение и что-то внутри вас шевельнулось, это не эмоции. Это Бог, напоминая вам, что то, что Он сделал для меня, Он может сделать и для вас. Он не лицеприятен, Он уважает вера. Одинаковый завет, одинаковая власть, одинаковый избыток — это изменило мою жизнь и ждет своего часа, чтобы проявиться в вашей. Но все начинается с капитуляции. Все начинается с молитвы, которая говорит: «Боже, я отдаю Тебе все, мою боль, мой план, мой страх». Вы можете сказать: «Но я же молился раньше». Да, но молились ли вы с полной уверенностью, что что-то изменится? Молились ли вы так, как будто знаете, что Бог все еще держит ключ к каждому запертому двери вашей жизни? Вы молились так, как будто ваша судьба зависит от этого, потому что это так? Пусть моя история станет доказательством того, что вы не забыты. Задерживать это не отрицание. Тот же самый Бог, тот, кто нашел меня посреди моего отчаяния, может найти тебя прямо сейчас, где бы ты ни был. Он знает твои слезы. Он знает твои мысли. Он знает твое сердце. И Он ждет, когда ты придешь к Нему не с совершенством, но с верой. Итак, вот что я хочу, чтобы вы сделали. Прямо сейчас остановитесь, сделайте глубокий вдох и напишите в комментариях ниже: «Я верю в обещание». Пиши это смело, пиши это в вера, напишите это как ваше публичное заявление о том, что вы готовы к чуду. Вы не просто печатаете слова, вы сеете семя, вы говорите небесам, что вы согласны со своим благословением. Когда вы комментируете эти слова, вы вступаете в завет действия. Вы говорите: «Боже, я готов к своей трансформации. Я готов к своему наследию. Я готов войти в дверь, которую Ты уже открыл для меня». Это не символ, это духовное выравнивание. И небеса откликаются на веру, который говорит: «Я хочу, чтобы вы знали это. Если Бог мог поднять меня из ямы к обещанию, Он может сделать то же самое и для тебя. То, что Он сделал для меня, Он сделает для всех верующих. Благословение не ограничено, урожай не маленький и дверь не закрыта. Теперь твоя очередь. Так что оставьте комментарий ниже. Я верю в обещание, потому что когда вы заявляете о своих вере публично, вы активируете его тайно. Вы пробуждаете нечто мощное в себе. Духи с этого момента Бог начинает работать так, как вы представить себе не могли. Это ваш момент. Ваш поворотный момент. Ваше божественное предназначение. Ваша история, точка трансформации начинается с того момента, как вы это провозгласите. И однажды вы тоже встанете там, где стою я, рассказывая другим, как Бог вывели тебя из небытия к изобилию,
из тьмы к свет, от ожидания до урожай. Напишите это сейчас. Я верю в обещание. Небеса ждут твоих слов. Есть еще один скрытый ключ, что немногие понимают на своем пути к избыток и трансформация. Ключ, который часто остается незамеченным, потому что он не выглядит духовным, но он влияет на каждое благословение, каждое чудо и каждая дверь богатства, что небеса открываются для тебя. И вот они, энергетический дисбаланс. Во многих случаях вам не хватает веры, вам не хватает энергии. Вы духовно истощены, потому что отдаете больше, чем получаете. Вы отдаете свою силу, свою любовь, свое внимание, свои молитвы людям, которые отнимают у вас свет, но редко отдаешь. Ты поддерживаешь других, утешаешь их, несешь их бремя, но когда твое сердце болит, куда ты обращаешься? Когда тебе нужно, чтобы тебя наполнили, кто наполнит тебя? Видите ли, один из величайших духовной битвы в этом поколении идет битва-дренаж, ни денег, ни времени, а энергии. Вы все время удивляетесь, почему ваш чудо кажется, задерживается, почему ваш урожай не прибыл, почему ваш дверь кажется закрытым, но каждый день вы отдаете все силы духа для людей, которые умеют только брать. Ваш вера сильный, но ваша энергия пуста. И позвольте мне сказать вам кое-что очень ясно. Это не признак слабости, это признак звонок. Потому что чем больше свет вы несете в себе то, что несете, тем больше людей к вам потянутся. Но не все, кто приходит в вашу жизнь, посланы Бог. Некоторые притягиваются к вашему помазанию, но они не могут справиться с вашим целью. Некоторые любят вашу энергию, но не твои границы. И если вы не научитесь беречь свою энергию, вы окажетесь духовно опустошенными, окруженными людьми, но при этом глубоко одинокими. Вот почему я говорю вам, одиночество – это не наказание. Это священная необходимость. Это пространство, где Бог восстанавливает то, что мир истощает. Именно в одиночестве ваше сердце пополняется, ваш дух обновлен, ваша вера обостряется. Перестаньте верить лжи, которая гласит, что вы всегда должны быть доступны. Вы не ответ для всех, вы Божий сосуд, и даже сосуды должны быть опорожнены и вновь наполнены. Ты знаешь почему. Иисус, часто ли вы уединялись, чтобы помолиться в одиночестве? Ведь даже Сыну Божьему требовалось уединение, чтобы согласовать свою энергию с волей Отца. Если Он уединился, почему вы думаете, что сможете выжить, не отступая? Бывают моменты, когда Богон намеренно отдаляет вас от людей, не потому, что наказывает, а потому, что готовит вас. Отступление – это не отвержение, а перекалибровка. Некоторые из вас сейчас чувствуют себя одинокими и спрашивают: «Боже, почему ты убрал этих людей из моей жизни? Почему все кажутся такими отстраненными?» Но может быть дело в том, Бог защищает вас от энергетических воров? Может быть, Он очищает вашу атмосферу, прежде чем благословить вас, финансы и расширяет ваше влияние? Потому что какой смысл Ему давать вам новое, богатство, если вы все еще окружены теми, кто истощает ваши силы дух? Понимаете, благословение требует границ, и избыток требует выравнивания. Перед Бог умножает то, что у вас есть. Тот, кто имеет к вам доступ, должен очистить. Вот почему этот период одиночества не неудача, а инициация. Вас готовят к чему-то большему, но ваша энергия должна соответствовать вашему звонок. Есть люди, которые любили тебя за твой потенциал, но не за твой покой. Есть те, кто хотел твоего присутствия, но не твоего предназначения. И Бог, по своей милости, тихо удаляет их, не чтобы навредить вам, а чтобы исцелить. Ведь какой смысл вступать в следующий сезон с усталым дух? Какой смысл вступать в богатство, если вы слишком истощены, чтобы наслаждаться этим? Иногда Божий величайший дар – это уединение. Потому что, когда ты один, ты ясно слышишь Его.
ты начинаешь заново открывать для себя секрет ваш собственный дух, вы начинаете замечать, что многие ваши прошлые отношения строились не на взаимности, а на зависимости. Вы понимаете, что некоторые люди не шли с вами рядом, а шли на вас. И когда вы наконец отпускаете их, вы чувствуете себя легче. Это не потеря. Это освобождение. Так что перестаньте извиняться за то, что вам нужно личное пространство. Перестаньте объяснять свое молчание. Вы не холодны, вы бережете. Вы не отвергаете людей, вы защищаете свою цель. Это самосохранение, а не эгоизм. Потому что когда ваш дух снова цел, когда твой вера восстанавливается, когда ваша энергия прозрачна, то можно снова налить не из пустоты, а из перелива. И мне нужно, чтобы вы поняли эту связь. Эмоциональная и финансовая – это не отдельные миры, а зеркало. Истощенный дух всегда будет производить осушенный урожай. Причина, по которой многие не могут поддерживать богатство, потому что их эмоциональная энергия разбита. Их сердце пропускают то, что получают их руки. Ты не можешь привлечь избыток, если в вашей энергии корится в истощении. Вот почему этот момент отступления не пауза в вашем путешествии, а часть вашей подготовки к следующему чуду. Не пренебрегайте этим тихим временем года, чтобы обучить тебя, что не стоит брать с собой на следующий уровень. Он показывает, кто может, а кто не может идти с тобой. Он проверяет, как ты справляешься. Пустота, потому что та же дисциплина, которая защищает ваш покой, однажды защитит ваше процветание. Уединение – это духовная тренировка для избыток. Теперь, когда вы слушаете это сообщение, я хочу пригласить вас сделать что-то из сердца. Уделите минутку и напишите в комментариях ниже «Я выбираю восстановление». Напишите это как ваше заявление о соответствии. Вы не просто печатаете слова, вы сеете семя самоуважения, семя защиты, а семя изверг, который говорит «Я готов получать только то, что соответствует моей божественной энергии». Когда вы комментируете «Я выбираю восстановление», вы посылаете сигнал небесам, что готовы к обновлению, что вы больше не живете опустошенными, больше не гонитесь за признанием, больше не сталкиваетесь с хаосом и тесным общением. Вы выходите на новый уровень веры, где Бог, Он сам становится вашим источником, вашим утешением, вашей силой и вашим миром. Итак, вперед! Сделай вдох. Уважай свою дух. Напишите это сейчас. Я выбираю восстановление, потому что это не конец твоей истории, это подготовка к твоему будущему урожай. Отступление временное, но трансформация-то, что оно приносит, будет длиться вечно. А теперь я хочу предложить вам сделать что-то символичное. В комментариях ниже напишите слова «Моя тайна священна». Это ваше публичное заявление о вашем личном решении. Вы не раскрываете свои молитвы, ты его защищаешь. Ты говоришь: Бог, я буду охранять то, что ты мне дал. Я буду хранить ключ моему дверь спрятанным до тех пор, пока ты не решишь, что пришло время его открыть. Потому что с этого момента ваше чудо началось. Оно движется бесшумно, мощно растет, скрытое под землей вера, вам не придется это объявлять. Вам не придется это объяснять. Отец, кто видит в секрет, вознаградить тебя открыто. Так что закрой дверь. Прошепчи свои молитвы. Берегите свой вера и доверьтесь Богу, кто слышит невидимое. Потому что в тишине секрет, величайшие чудеса, самый глубокий избыток и самый верный преобразования рождаются. А теперь, друг мой, когда мы подходим к концу этого послания, помни, это не конец, это начало твоей следующей главы. Не замыкайся в себе. Не замыкайся. Сердце, будьте скромны. Будьте терпеливы, потому что Бог уже движется. И когда чудо проявляется, когда урожай приходите, не забудьте вернуться сюда и поделиться своим свидетельством. Ваша история станет чьей-то еще. Ключ надеяться.
Прежде чем идти, убедитесь, что вы подключены к интернету. Подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить следующий рык откровения, следующие слова, следующий секрет, которые помогут вам глубже погрузиться в ваше путешествие избыток. Каждое сообщение – это продолжение, дверь на следующий уровень. Ваша вера. Так что комментируйте «Мои 24 часа начались». Подпишитесь и подготовьтесь, потому что то же самое кто это начал завет, сегодня мы завершим это. Вы вступаете в свое наследование, в ваш чудо, в ваша трансформация. В следующий раз, когда мы встретимся, вы не будете просто ждать своего благословения. Ты будешь в нем ходить, урожай иди, дверь открыт, ключ в твоей руке. Иди с миром, иди вера, заходи избыток, и пусть Бог всего творения вознаградит тебя открыто за то, что ты сделал в секрет.